находясь вот сейчас на берегу океана, понимаешь, что там все, там нет земли. Земля где-то, там Америка. И ты вспоминаешь тот длинный путь, который ты прошел. До этой точки путь составил 7000 километров. Это были крутые 7000 километров. Вот каждый раз, когда я выезжаю, всегда идет дождь. Надеюсь, это на удачу. Дорога магистралями меня очень утомляет. Мне быстрее хотелось доехать до горных дорог. И тем более, что я не первый раз еду именно здесь. Но здесь есть один замок, который вечно проезжаю мимо. Но не в этот раз. Изначально этот замок был построен в XII веке. Но вот такой вот вид он приобрел во время реконструкции в 1867-1912 годах. Этот замок очень часто использовался в кино. В 2010 году он использовался в фильме «Время ведьм» с актером Николас Кейдж. Плохо, что в этот замок можно попасть только в составе экскурсии. И в замке запрещено снимать видео и фото. Медленно, но уверенно я приближался к горам. И меня это очень и очень радовало. Ну вот как-то так я добрался до Альп. Специально ехал, не заправлялся на автомагистрали, потому что там бензин стоил 2,20, а здесь, на секундочку, евро 60. Просто я съехал с трассы, километров 7. Вот почувствуйте разницу. Когда ты попадаешь в горы, ты испытываешь такое чувство, что все, тебе уже ничего не надо. Тебе не надо никуда торопиться. Ты готов останавливаться на каждом повороте. Ты просто кайфуешь. А дорожка реально кайфовая. Тут сейчас еще куда-нибудь на перевал должен заехать. Обалденно. Многие замки Австрии пришли в упадок в XVI веке после принятия налога на крышу. Своеобразная форма налога на богатство. Тогда она высчитывалась от площади крыши. Примерно в 1790 году все крыши Свайсбурга были сняты, что привело к быстрому упадку замка. Сегодня у меня день каких-то вот замков. На сегодняшний день замок в частной собственности и имеет полностью автономное снабжение. Вода со скважины, электричество от солнечных батарей и генератора, тепло
от многочисленных каминов внутри замка. Норвежский опыт показал, что бронировать проживание заранее нет никакого смысла. Вот и в этом путешествии я заранее ничего не бронировал. Но при этом был четкий план. Я еду до 6 часов вечера и после ищу ночлег поблизости, будь то кемпинг или недорогой отель. Блин, я так кайфанул от этой дороги. Это просто... Ну вот как-то я столкнулся с первой проблемой. Диск задний посинел чуть-чуть. Какие серпантины. Вау! Вот это красота! В кемпинге просто приехал, поселился, никого, людей не было. Ну, на ресепшене. Сказали, завтра утром рассчитаюсь. За сегодня я проехал, 650 километров, но последний участок, конечно, такой был, просто адреналина зашкаливал. Вообще. Так что сейчас ужинаю, спать и завтра дальше в путь. Достаточно холодно было спать. Ветер такой дурачил. Во-первых, мы на высоте 1100 метров. Это я посмотрел. Ветер, холодина. Капец. Впереди как-то вот непонятно там. Судя по тучам, там задница. Я просто еду туда, в ту сторону, а там дождь идет. Или я его просто догоняю. Я немного останавливаюсь для того, чтобы в него не попасть. Весь мой альпийский путь не предусматривал больших пробегов. Да и в Альпах это невозможно. Сегодняшняя моя цель была увидеть и подняться на перевал Гроссглокнер. Но по дороге был очень интересный, затерянный в горах городок Гельштадт. Вот сейчас мы где-то туда и держим свой путь.
Вот это красота, блин, вообще офигеть. Кстати, сам вот этот городок Гельштадт, он достаточно уникален. Там и озеро так называется, Гельштадт. А уникальность его в том, что там самая чистая в мире соль. Там добывали соль. И ее до сих пор используют в фармацевтических всяких сферах и так далее. Там самая чистая эта соль. Блин, оно там вот тут затеряно вообще в горах. Добыча соли здесь осуществлялась очень давно. И подтверждение тому, в 2010 году в одной из шахт была найдена деревянная пластина, которая пролежала в земле 3000 лет. Это озеро, оно там где-то вот мистическое. Очень, очень, очень. Но сюда, конечно, не на один день, не на один час надо приезжать. Сюда приезжать и наслаждаться. Ну, конечно, не в 15 градусов. Вау, блин, реально красотища. Просто красотища. Ходишь по этим старинным улочкам, капец, такое чувство, что просто время здесь остановилось. Ну, кроме туристов. Туристов тут предостаточно. Ну, прикольно. Сам городок очень красивый, но при этом очень загадочный. А еще здесь происходит довольно-таки странная традиция. Так как весь поселок находится между горами и озером, здесь громадный дефицит в местах для захоронения людей. Ранее каждые 10 лет кости извлекались из земли, отбеливались, на них наносились имя и фамилия усопшего, также даты его смерти и профессия. После все это выставлялось на всеобщее обозрение в местной церкви. Ну и только так можно было найти место для захоронения. Но однако, если местный житель желает себя таким образом увековечить и выставить свои кости в часовне, он должен составить завещание. Вот в этой часовне до сих пор есть череп, последний, который был выставлен в 1981 году. Главное не забыть камеру в таких случаях.
Дождь все-таки нас догнал немножко. Но мы движемся дальше. Мы выезжаем сейчас к перевалу Гросс-Глокнер. Высокогорная дорога Гросс-Глокнер существует уже почти 90 лет. Названа в честь самой высокой горы Австрии Гросс-Глокнер. Ее высота 3798 метров. Какие водопады. А там снега. Пипец. Кстати, дорога через перевал, на которой мы сейчас едем, она платная. Зимой, естественно, она закрыта. Открыта только с июня, 1 июня. Июня. И то зависит от количества снега. Ну, сейчас вроде бы как он открыт. Думаю, что все получится. Плата не дешевая. Для мотоциклов, по-моему, 33 евро. Но есть один нюанс. Если ты едешь после 6 часов вечера, то цена 26 евро. Сохрани. Когда я попал на эту дорогу? 2.07. Вот туда мне надо подняться. Я уже оделся, потому что сейчас на улице 10 градусов. 10 градусов! Эта дорога изначально строилась для привлечения туристов. Строительство дороги велось 4 года, и в 1934 году она была открыта. Дорога представляет собой серпантины из 36 поворотов. Общей длиной 48 километров. Максимальная высота 2504 метра. Вау, там вообще пипец. Там просто пипец. За то короткое время, когда эта дорога открыта, по ней проезжает около 350 тысяч автомобилей. Но несмотря на холод и скверную погоду, я решился поехать выше. По узкой каменистой дороге на смотровую площадку Эдельвейсштрассе. Ну вот этой брусчатке точно, 100 лет, если не больше. Мной управляло желание подняться выше облаков, на высоту 2671 метр. И вот как-то вот туда мне сейчас надо ехать. На улице 2,5 градуса. Слава Україні! Героям слава. Героям слава!